Всем привет, дамы и господа выжившие, и добро пожаловать на сервер «Выжить любой ценой» Ultimate Survival. Итак, захожу я на сервер, и вот что меня встречает. Хард PvP, все понятно. Ну, кстати, это мы еще будем проверять, насколько это хард. Так, особенности сервера, пояснение по выживаемому. Так, выживанию. Это все я читал. Первые шаги. Угу. Медицина. Ну, это все, что прописано в Дискорде, собственно. Это у нас те, кто присутствует на сервере. Кстати, человек с ником Survivor — это уже минус серверу. С такими никами должны сразу кикать. Тем более с PvP серваков, которые позиционируют себя как хард. Это нарушенница. Ну что ж, закрываем, и нам появляется выбор места спавна. Ну, даже не знаю, что тут выбрать. Может быть, начнем с солнечного? А давайте рандом спаун. Пусть будет вот так вот. Ух ты, ни хрена ж себе. Однако, здравствуйте. И где это мы? Так, что тут у нас есть? Сухарь. Определение химгрелка. Грелку я, наверное, сразу же прям активирую. Потому что что-то мне не нравится моя замерзаемость. О, какое-то что-то. Дорога туда куда-то непонятно идет. Пойду-ка я туда. Я примерно представляю, на самом деле, где я нахожусь. Место знакомое, и это крайне редкая точка спавна на ваниле. Ну да ладно. Из одежды у нас, в принципе, все нетронутое. Грелка почему-то греет крайне печально. Ну, что я могу сказать по поводу этого сервера? Сервер вроде как хардкорный, как это написано. Сервер PvP. Ну и будем смотреть, действительно ли он такой хардкорный. Ну и на PvP я тоже посмотрю, так как PvP на хардкоре заметно отличается от стандартного PvP в DayZ. Это все будем смотреть, все будем проверять. Так как отзывы о данном проекте очень разнообразные. Есть как и положительные, так и крайне отрицательные. Но опять-таки всему верить не стоит. Будем смотреть на своем опыте. Так, также тут механика трясти, срезать куст. Пока трясем, должны быть в принципе ягодки. Ягод нет. Значит, тут есть и механика тряски деревьев, как я понимаю. С такой механикой я уже знаком. В принципе, пока ничего нового. Ну-ка. Да, деревья надо трясти. Вот и температурка у нас белая. А нет, все еще синяя. Фруктов тоже не оказалось. Ну вот у нас первые домики. Пойдем лутаться. Так, как я заметил, здесь можно захлопнуть, нашуметь. Либо открыть тихо. Низкое. Плохое. Ну, плохое, наверное, хуже, чем низкое. До сих пор вообще не разобрался в этом. Непонятно мне. Так, ну я надеюсь, что эта дверь
открыто рандомно. И все-таки будем трясти деревья, потому что еда у нас такая себе. Кстати, поздравляю вас с обновлением 1.15. Оно прошло буквально вот 2 дня назад. Чуть-чуть я выждал. И пошел играть на новый проект. А вот, кстати, первые зомбаки. Интересно, что они тут умеют. Кстати, зомбари здесь кастомные. Каменка. И посмотрим, насколько они тут суровые. О, бабуль. Здорово. Не ожидал вас встретить так рано. Пойду-ка я стороночкой. Пока не хочу с ними особо общаться. У меня нету ничего, собственно. И даже с горелкой я мерзну. Это на самом деле плохо. Это очень бьет по калориям, которых и так, в общем-то, нету. Так что первое, чем надо заниматься, это, пожалуй, трясти деревья и находить что-нибудь пожрать. О, что-то упало. 2 сливки. Пойдет. Им свет надо, мне не надо. Ну, пока пусть будет. Ёптыть. Встал с картов. Сейчас они, конечно, услышат, как я тут хлопаю дверьми, но... Вообще мне не особо нравится. В принципе, эта механика. Вот это вот. Хлопать, не хлопать. Ну ладно, есть и есть. В принципе, чего жаловаться. Магазин с 10 патронами. Ну, не знаю, вот так вот сразу. Пока по хардкорности я особо ничего не замечаю. Шо? Это я? Кто блевал? Или тут есть еще выжившие? Или это зомбаки? Странные дела происходят. Ладно, буду хавать грушу, не буду ее жарить. Разводить костер мне все равно нечем. Ну и прям очень сильно выживать пока я не буду. Прям стараться, так сказать. Посмотрю вообще, что да как. Это, так скажем, будет ознакомительная часть с этим сервером. Но пока, в принципе, все устраивает. Посмотрим вообще, что это. Открыть тихо. Откроем тихо. Довольно долго открывает он тихо, кстати. Можно было бы этот процесс чуть-чуть ускорить. Было бы как-то поинтересней. Алкогольная настойка, это полезно. Вероятно, тут работают ванильные механики с заражением крови и их излечением. Кстати, можно дезинфицировать тряпки, что тоже полезно. Бинтов пока у нас нет. И если это действительно хардкор, то они появятся не скоро. Так, как я понимаю, груши и прочие прелести съедобные, которые падают с деревьев, работают у нас. Зачем я сюда залез? Работают как и ванильные. То бишь дают столько же калорий. О, какой весельчак. А, это зомбаки блюют. Залез я, конечно, так себе. Хотел перепрыгнуть через заборчик, но не фартануло. Что-то пошло не так. И мне придется сидеть тут на этой крыше, пока он от меня не отагрится. Так, а что это тут у нас?
Сумочка поясная. Ну, уже неплохо. Уже неплохо. Горелка у нас работает. Не знаю, сухарь пока есть не буду. Потому что, вероятнее всего, он сушит. Ну, по крайней мере, это было бы логично. Так. Что тут у нас по зомбям? Зомбей много. Как я понимаю, зомби нам могут подарить всяческие неприятные болезни. Ой-ой-ой, как ему нехорошо. Ну, пока что я не знаю, как с этими зомби бороться и что от них ждать. Буду как-то аккуратно с ними, что ли. Пока тут закрывать их особо негде. Они там носятся, бегают. Будем как-то обходить. О! Ружо. Возьмем. Я думаю, это мне пригодится. Хотя патронов на него найти, конечно, такое себе. Но опять-таки, неизвестно, какой спавн лута на данном проекте. Так, чуть-чуть все-таки пошумим, потому что вот это вот хождение на картах меня уже маленько поддостало. Ну и отагриваются они довольно быстро, так что тоже нормально. Высокое утепление пойдет. Это уже лучше. Рубашка. Рвется, не рвется. Так, не рвется. Так, не рвется. Но я ее возьму. Что у нас по пестику? Патронов нет. Но пока что как-то так. Пойдем дальше. Здесь у нас красавчик какой-то ходит. Симпатичный такой. Ой-ой-ой, какие звуки. Не, ну зомбаки здесь зачетные. Вот это прям вопросов нет. Классные. Осталось только выяснить их опасность. Но пока, честно говоря, это опять-таки не хочется на своей шкуре проверять. Ой, здрасте. Агрится долго. То есть он на меня смотрел в упор. Но я успел открыть и закрыть дверь. Непонятно пока, то ли сагрился он, то ли нет. Так, вроде и побежал, а вроде и спокойно себя чувствует. Нормальный парень, короче. Так, где-то рядом с баром у нас должна быть колонка. И вот, собственно, и бар. Так что мне куда-то сюда. Каменка довольно отдаленная деревня. Точнее, самая дальняя береговая деревня. Самая западная. Так что не думаю, что тут прям будет много народа. Да и онлайн очень-очень низкий. Ну, это, вероятно, пока, так как опять-таки утверждал админ в Дискорде. Основной онлайн примерно после 20:00 по Москве. Отмычку берем. Отмычка на ПВП это прям необходимость. Так как здесь надо спать. А спать в открытом доме как-то такое себе. А отмычкой все-таки заперся. И спокойно себе дрыхнешь. Ну, по еде пока все плохо. Как бы расход калорий
Богемы в этом обновлении поменяли, но не сказали, правда, как. Так что я даже пока не представляю, что ждать. И опять-таки я не знаю, сколько калорий здесь дается изначально. Ну, где-то тут колонка, надо в первую очередь отпиться, а там уже думать. А вот, собственно, и колоночка и с газовым баллоном. Что мы будем делать? Бабка, дядька. И кто еще? А пока никого. Кто-то бегает. Сдается мне, бегает зомбак. Так, вот мне не нравится, как этот гражданин на меня смотрит. Ну и звуки. Блевки у этих зомбаков. Не, ну с одной стороны прикольные, с другой как будто это, не знаю, воду в унитаз выливают. Да когда ж ты отсюда уйдешь-то, господи? Вот же ж встал. Еще второй ведь сюда кто-то идет. Еще и бабка поглядывает там. Усюка. Тоже попить пришел. Вот же ж оккупировали. Съесть, что ли, сухарь, пока я не знаю, посмотреть, что вообще он делает. Ну, давай съедим. Ну, воды он явно не убавляет. Это, кстати, возможно, минус. Блин, только начинаю дверь открывать, он сюда палить начинает. Все как-то не слава богу. Сижу я около этой колонки, а тут народу все прибавляется и прибавляется. Может, стоит мне сходить? Так, ну, видимо, пришло позакрывать зомбаков. А то жизни они мне не дадут. Вот, по крайней мере, вот этого хотя бы. Да, мужичок? Пойдем, что покажу. Ох, чувствую, сейчас огребу. Ну вот. Получил. Кстати, быстро довольно. Это хорошо. Ну, хорошо в плане, что зомбаки жесткие. По крайней мере, получаешь от них очень быстро. Ну и что? В принципе, особо скрываться мне уже смысла нету, так как мне повесили болячку, кстати. Ща я посмотрю, что за болячка, но по всей видимости это не заражение крови. Но я продезинфицируюсь. Бейсболочка. Это я намазал тут кровью. Хотя вот перс начал кряхтеть, так что, вероятно, это заражение крови. Но это не убавляет того, что кровь у меня мчится вниз с небывалой скоростью. Еще и кашель. Кашель, вот, честно говоря, я не понимаю, почему. Простудиться перс не должен был. Хотя у меня есть тестер. Можно, в принципе, посмотреть. 2 пореза минус вся кровь. Ну, это, честно говоря, попахивает бредом маленько. Даже это не хардкор ни разу. Сальмонелла. Бацилла. Что есть бацилла, я пока не знаю. Вероятно, это болезнь, которая типа Z-вирус копирует или что-то типа того. Тестер, кстати, одноразовый, что тоже не очень хорошо. Так, ну по всей видимости я весь вытеку.
Так что, в принципе-то, что сидеть тогда? Можно и побегать. Посмотреть на лут. Пока по луту я не могу сказать ничего конкретного. Переработан он, не переработан. Не буду пока утверждать. О, давайте сюда, давайте. Навешали мне еще. Ну и в принципе это смерть. Можно по-быстрому скидывать вещи. Может кому пригодятся. Вот как-то так. Успел. Смотри-ка. Я тут валяюсь. Кстати, почему-то до сих пор не умер. Непонятно почему. У меня бацилка. Захлопнуть. Я, в принципе, постоянно падаю в ванку, которая довольно долгая. Ну и с такой кровью это понятно. Буду падать каждые, наверное, 3 шага. Ну и, наверное, продолжать геймплей с таким здоровьем. Ну, хотя здоровье у меня целое. Я просто не знаю, что ждать от этой бациллы. Лечить-то ее все равно нечем и вряд ли будет чем. У меня красная температура, вероятно, из-за болезни. Вот петушок закричал. Ну давайте уж добивайте меня, где вы там? Бей давай. На. Так, ну это все понятно. Рандом спаун. И где это я? Я понял, кажется, где я нахожусь. И, честно говоря, это село мне не особо нравится. Вообще не люблю я его. Ну ладно. Это, кстати, похоже, что нижнее. И мне кажется, на проекте присутствует маппинг. О. Контейнер, конечно же, пустой, да? Да. А вот тут что-то лежит. Магазин на маг. Пустой, кстати. Ну, я возьму. Чё бы и нет, раз лежит. Так, что у нас хорошего есть в Нижнем? Вот этого, кстати, я не помню. Не знаю, это маппинговая часть или где. Вышки тоже не помню. Вот этой лесенки не помню. Так, тут вода, не пойду. Или... Ага, проскочил, нормально. Грелку сразу врубаем, потому что холод — это минус калории, которых у меня и так нету. А минус калорий — это минус иммунитет. Может, кстати, поэтому я так быстро и заразился. То, что нет иммунитета, нет вообще ничего. Соответственно, и все болезни влияют гораздо быстрее. Машинки. Ну, кстати, маппинг, если это, то он вполне себе адекватный. Вот нету вот этих вот всех гор мусора. О, шапочка, хорошо. Которые прям-таки раздражают. А то некоторые сервера накидают вот этого всего мусора, всего такого. И считают, что это круто. Нет, это не круто. Так, там зомбари, туда не пойду. Но вышки я определенно этой не помню. Не было ее. Так, что тут имеется у нас? Ни хрена полезного. Туфли. Туфли мне не надо.
компас. Вот компас, кстати, мне пригодится. Потому как карты вроде как на проекте нету. Нету же? Нет, нету. И со старта карта тоже не дается. Это одобряю. А, так это солнечный. Нифига себе, я и не узнал. Ну, это меняет дело. Но все равно в солнечном такое не было. Это факт. Так. Беспокойная женщина тут у нас. Кстати, она меня уже услышала. Так что я пойду куда-нибудь в стороночку. Ну и надо мне искать теплые шмотки пока что. Пока что грелка у меня рабочая еще. Да, ну вот, конечно, с тихим открыванием дверей можно мириться. Это, ну, не такая механика, против которой прям надо выступать. Может, даже имеет место быть, раз тут зомби такие прям внимательные. Но то, что я бы ускорил вот этот вот процесс самого открывания, это да. То есть очень много тратится времени. И на самом деле это время очень ценное на начальной стадии игры. То есть вот пока я открываю, закрываю, я бы мог уже, не знаю, пару домов пролутать. А по сути успеваешь... Да ничего по сути не успеваешь. Вот заметит меня этот мужик. А, тут забор. Колоночка там находится. Но я туда не пойду. Пока что. Колонки-то мне определенно надо идти. Вот как он меня увидел с такого расстояния? Он камень, кстати, лежит. А, так это вот этот меня увидел. Или он меня не увидел? Не пойму. Увидел. Камушек. Камушек это хорошо. Камушек это потенциальный нож. Тем более, что точилки делаются тоже вроде как из двух камушков. На этом проекте вон еще один лежит. Тоже надо брать. Так, ну крафт здесь, по крайней мере, вот ножа совершенно ванильный. Из двух камней делаешь нож, и один камень остается. Это неправильно. Ну, лично мое мнение такое, что это неправильно. Оба камня должны тратиться. А то это какой-то абуз получается. Ну уж не знаю, раз так сделали, значит, так кому-то надо. Ну а я пока продолжаю тут ползать. Искать что-то полезное. Вот даже на картах меня бабка увидела. Хотя была довольно далеко. Пока что даже не знаю. Двоякое у меня ощущение по поводу этого всего. Кстати, может взять юбку. Немного места занимает, а тряпки все-таки можно сделать. А вон, походу, болотная тварь мечется. Ну, она тоже чисто модовская. Никак ее не усовершенствовали, не переделывали. У нее есть такой глюк, что она кругами бегает. Ну да ладно. Лишняя монстра, в принципе, это неплохо. Тем более, что сделана она довольно адекватно. Вот меня уже слышат. Хотя бабуля-то прям далеко-далеко. Тут же нет ничего, правильно? Вроде нет. Таким макаром, на самом деле, к колонке я не пройду. О! Меня, кажется, спалили.
Или шо? Или она просто издала звук? Человеческая кость. Я могу это как оружие использовать? Ну, видимо, да. Правда, место занимает дохренище, но ничего не остается, кроме как взять. А вот платье я, кстати, возьму. Платье — это 6 тряпочек по ванильной механике. Ну и мне сдается, что ее не переделывали. Да, 6 тряпок. Юбку можно выкинуть. Горелка уже скоро закончит свое действие, а из одежды я ничего не нашел. Печально, печально. Но зато у меня есть нож, по крайней мере. Смогу как-то нарезать коры. Сделать там типа костра что-то. Видел, как тварь забежала за забор. Они хоть и тупенькие, но отагриваются долго. Может, он сейчас с лбом уперся в этот забор и бежит. Это, в принципе, нормальная тема для них. Но факт, что, скорее всего, он от меня еще не отагрился, остается фактом. Но сидеть как-то тут не хочется, тем более, что горелка вот-вот уже заруинится. И я буду мерзнуть. На самом деле, может, даже стоит воспользоваться моментом и пробежать эту территорию куда-то дальше, пока эта хрень отвлеклась и не видит меня. Наверное, так и поступлю. Сейчас вот только деревце тряхану. Тем более там в лесочке тоже есть фруктовые деревья, их можно тоже поколбасить. Авось чё и упадет. Ну, погнали. Воды, конечно, не попили. Но с таким обилием зомби как-то и не очень-то хотелось. Что-то валяется. Я надеюсь, полезное. О, платье. Еще одно. Так, походные штаны, низкое утепление. Нафиг не надо. А вот платьишко надо брать. Платьишко — это тряпочки. Пойдем дальше. Сразу заготовлю коры. Так как думаю, что в последнем домике я буду жечь костер. Нож поношенный. Но я вот тут насобирал маленько фруктиков. И чё еще? Пару сливок я съел так. Как-то не вижу большого смысла их жарить. Ого. Здорово, приятель. Что мне с вами делать? Попробовать тут пройти? Ну, там обычно зомбарей-то много ходит. Вот особенно вот рядом с этим местом. Ладно, попробуем. Да, я там уже увидел 2 зомбарей. Причем один из них прям вот здесь вот. Так что, видимо, мне дорога к тому мужичку. Горелка, все, ГГ. Так, бабка меня заметит 100%. Где этот мужик? Куда он ушел? Пока не пойму. Так, ну так или иначе мне придется ломать куст. И, скорее всего, это порез. Даже не знаю, что с этим делать, честно говоря. Горелка у меня закончилась. И мне надо жарить груши, чтобы они дали больше калорий. Тут как-то пусто все. Что это? Коробка с запчастями. Я даже не буду их брать. Во-первых, я не знаю, зачем они. Ну, понятно, что для какого-то
супер важного крафта. Во-вторых, ну, места у меня и так нет. Я лучше лишнюю игрушку положу. Ну, а там будем выяснять, что к чему. Конечно, я прочитал там крафты в Дискорде, все такое. Но, честно скажу, вообще ничего не запомнил. Крафтов довольно много. Крафтовая система тоже интересная. Там, по-моему, с 6 даже позициями есть. И чё? Видимо, в этом домике мне предстоит делать жаркое. Так что сейчас этим и займусь. Так. Ну и что же, каменным ножом я срубил куст. Оттуда вывалилось 2 длинные палки. В принципе, это неплохо. Не стал ломать руками, чтобы избежать лишних порезов. Так, это мы размещаем, это мы делаем розжиг. Ну, все по старой схеме. Честно, не знаю, перезаправляется ли грелка. Грелка имени великого вождя. Угу. Ленина, что ли? О, игрушка запеклась. Хорошо, быстро, кстати. Очень быстро. Так, по температуре. Что у нас? Руки она не обжигает. Слишком... Чё? Белая груша не слишком... Ага. Есть. Есть можно сразу. Ну, наверное, это плюс, что ли, или... Не знаю, я вообще люблю есть сразу пищу, которая приготовлена. Но в плане реализма это, конечно, не очень хорошо. Все-таки там вот эта вот температура, обжигаешься. Обычно на хардкорных проектах это имеет место быть. Ну и, кстати, горячие яблоки не согревают. Либо это сделано очень мало. То, что температура вот у меня как бы сейчас согрелся, и она в то же время идет в минус. Да, момент с температурой мне маленько непонятен. То есть, скорее всего, температура продуктов вообще никак не влияет на персонажа. Но вот это, кстати, минус. Грелку я все-таки выкину. Я думаю, что она не перезаправляется. Редко где используется такая механика. Ну и тепловой бонус я получил. И могу отправляться в дальнейший путь. Как бы вроде как перекусил. Конечно, не отпился, ну, что поделать. Вдруг дойду до куда-нибудь. Да, бегу я прям по дороге. Вот так вот открыто. Понимаю, что PvP сервак. Ну, во-первых, я бомж даже по виду. И, честно говоря, имея оружие, ну, в таких вот людей стрелять просто нет смысла. Я не знаю, зачем таких убивают. У меня даже внешне оружия нет. Его мне даже спрятать некуда, по идее. Там тот же самый дрободук какой-нибудь. Он бы висел у меня за плечом. Потому что банально в штаны и в рубашку он не влезет. И как бы таких, как я, бояться совершенно незачем, а убивать нету смысла. Вот, собственно, моя позиция. Отправлюсь я в долину. Минуя вот эти вот домики все. Двери у машин тоже тихо. А вы серьезно? Ну, двери-то у машин зачем? Ну, как мне кажется, это совершенно лишнее. Ну, хотя, вероятно, оно не получается как-то только на одни двери распределить такое, на другие нет. Ладно, забыли про это. Картофанчик. Так, ну его так просто не съесть, его надо чистить. Интересно, если же зажарить в кожуре,
что это как-то что-то изменит, потому что нож я пока не хочу тратить. Там он сидит, уже кряхтит. Как-то надо ее обходить. Что-то там валяется, сухарь. Ну, сухарь берем. Вроде больше ничего. Да, все города, походу, придется мне... Ну, платье еще. Придется мне на картах проходить. В принципе, то, что зомби такие опасные, это очень хорошо. Это прям нравится. Но, конечно, некоторые моменты я подправил, опять-таки. Но в любом случае посмотрим, как это вообще будет сбалансировано и все такое. Может, даже так оно и лучше. Я ж первый раз вообще на этом проекте даже не заходил, не смотрел. Вот показываю, как есть. Так. А вот это уже хорошо. Бушлатец. Поврежденный, но... Да и ладно. Места в нем побольше. Сухарик мы сейчас съедим. Платьюшка пока сюда. Что тут у нас? Походные штанцы. Хорошо, но не надо. Нож бы найти. То как-то пока без него грустненько. Так, я тут надеюсь, никого нету. Вроде нету. Ну и то, что они трутся у фруктовых деревьев, тоже, конечно, печальненько. Не потрясти их. Да и ладно. Пойдем дальше. Что-то еще валяется. Толстовочка. Средняя. У меня высокое утепление, да и девать ее некуда. Да и зачем она мне? Переживу как-нибудь. Да не, в принципе, выжить реально. Но хотя, признаюсь, онлайн очень маленький. Сейчас посмотрим через сервер панель. Да, 6 человек всего лишь. Несмотря на то, что сейчас без 28. То есть я специально пошел на сервер во время, ну, максимального онлайна, как опять-таки говорили. И лута, скажу я вам, прям нету. Поэтому я даже и не могу определить, как именно сделан здесь спаун лута. Он здесь переработан, что в принципе... Чё? Подразумевает хардкорный проект. Либо он банально выкручен. Что не должно быть такого, если этот проект называет себя хардкорным. Так, ну бабулька-то вроде отагрилась. Кстати, очень быстро. А почему я ее не бью? Это потому что вроде как я читал, что если бить без маски и без перчаток, очень большой шанс подхватить какую-то болячку. Короче, зомби, они заразные. Поэтому, собственно, и не бью. Хотя вот этой вот костью я, наверное, мог бы их постучать. Так, а вот это уже неплохо. Бита это лучше, чем кость. Ну, никакого описания у нее нет. Зачем она, я не знаю. Так что беру биту. Пойдет. Ну и да, что хотелось бы отметить. Точки прицеливания. Как это на большинство серваков нету. И вот здесь, походу, зомбарь. Да. И также
нету вида от третьего лица, что огромнейший плюс. Вот это просто прям супер плюс, я бы даже сказал. Так как, в принципе, вид от третьего лица это такой официальный чит, можно сказать, который очень сильно влияет на PvP в целом. То есть не получится вот так вот сидеть за каким-нибудь домом или стенкой, деревом и видеть все, что происходит вокруг. Придется вот так вот, как я сейчас делаю, на 360 вертеть башкой. Ну и это да, это реализм. Это прикольно. Магазин. На Дигл опять-таки пустой. Стрёс я пока одно только яблочко. Так, это что, краска, что ли? Да, это краска, и она мне не надо. Краска для покраски, собственно. Черный аэрозольный баллончик. Не надо. Идем дальше. К последнему дереву меня не пустили. Что-то там кряхтит, пердит. Так что как-то так. Очень много приходится вслушиваться, так как по большему счету это единственный способ заметить зомбаря раньше, чем он тебя. Вот он тут, например, где-то бегает за стенкой, я его слышу. Поэтому с картов я не поднимаюсь. Опа, мадам с рюкзаком. Очень бы хотелось ее убить, прям очень. Но не могу себе этого позволить. Опять же из-за того, что я могу заразиться. Так, походу меня заметили. Ладно. Что поделать? Хоккейный шлемчик. Это все понятно. Ну и будем ждать. Да, есть предположение, что мне придется идти в Орловец. И мне надо как-то выходить к лесу. Во-первых, в Орловце более удобное расположение колонки, где может быть меньше зомбаков. В долине-то она прям напротив полицайки. И там наверняка целая толпа. Чувствую я, что придется тратить ножик на картошку. Все-таки даст хоть немножко воды. Ну а калории хрен с ними. Нет, значит нет. Ну, тем более, что ножик вроде довольно-таки устойчивый. Пошел я обходить вообще с другой стороны. Уж больно тут людно. Пройду чуть-чуть вперед, а там побегу на север. Все-таки опасно. Блин. Да вы серьезно? Вы-то там откуда? Еще и заметил меня. Вот мудень, а. Посмотри, что делает. Тоже в лес поперся. Хреново то, что я мерзну. Какой-то хер. Ну, наступил разочек в воду. Ну, что теперь, плакать, что ли? Фруктов еще нет. Сдается мне, я уже почти до долины добежал. По крайней мере, вот там какая-то табличка. Кроме долины тут вроде как больше ничего не должно быть. Так что, наверное, пойду хоть пару домиков зацеплю. Ну, а там посмотрим, как быть. О! Нападало. Грушка. Иди сюда. О! Грибочки пошли. Высушенные. Блин. Вот я не знаю. На этом проекте грибы травят или нет, если их сырыми жрать. О, шампиньончик.
Пойдет. Если кто в курсе, то напишите. То как-то вроде бы и не хочется помирать вот так вот. Глупо, неразумно. Еще одна женщина суетная бегает. Наверное, я пробегусь быстренько. Пока она сюда не прибежала. Оп. Вроде все нормально. Спортивные. Опять-таки их не разорвать руками. Это на самом деле не очень мне нравится. Механия рвать тряпки, она нужна. Нужна на подобных проектах. Хотя бы там одну тряпочку, чтобы можно было получить. Ну, хотя в то же время здесь... О, веревка. Нету такого, что... Короче, камни только там киркой и... всем прочим добывать. А камни валяются и, в принципе-то, не в плохом количестве. Можно найти при желании, а вот я что-то подмерзаю. Видимо, вечереет. Поэтому на улице становится холодно. Так, сейчас мужичка сагрим, наверное. Ну, поднадоело мне вот это вот шорканье с дверями. Ушлат. Поврежденные не надо. И даже не знаю, оставаться ли здесь до утра. О, вот это полезно. Это очень полезно. Найду перчатки и будет прям кайф. В доме, кстати, греюсь неплохо. Что у нас там с направлениями? Так. В долину я вошел. Значит, у нас Орловец остался на северо-востоке. Стало быть, примерно вот в том направлении мне чесать. Не хочу я оставаться в долине. Блин, и петух. Ну, благо с калориями у меня порядок. Пока что. А вот жидкость у меня страдает, и с этим надо что-то делать. Поэтому, наверное, сделаю я рывок до Орловца. Ёптить, дождь начинается. А это очень плохо. Это прям супер плохо, и бежать-то мне еще далеко. Все, сразу минус температура. Сейчас намокну и сдохну. Хреново дело. Хреново. Хорошо, хоть в лесу не так сильно намокаешь. Да, вот температура синяя, и сразу же по 3 стрелки вниз калории. Блин, еще с курса сбился. Короче, надо бежать. Так, от зомбячки убежал. Вроде как. Что тут валялось? Юбочка. Фух. Чуть меня не поймала, зараза. Ой-ой-ой, опять ей плохо. Или это не ей? А кто тут еще? Звуки такие непонятные, вот эти вот. С какой стороны? Тут дверь закрыта, уже хорошо. Что у меня? Влажное, влажное. Ну, кстати, в доме я все равно отогреваюсь даже во влажном. Так что пока нормально. Пробегусь-ка я. Вот, началось вот это вот все. Ну, еще платье. Ну, с платьями тут все в порядке. Эх, пиджак. Кстати, тоже неплохо. И все, что ли? Ну, походу, да.
Печально, печально. Ну что же. Дождь опять начинается. Это только может означать, что мне предстоит ожидание в этом доме. Костер я пока жечь не буду. Поберегу ресурсы. Ну и все такое. А вы, кстати, напишите про грибы, не забудьте. А то я их тут берегу. Так, значит, орловец, орловец. Дождь хлещет. В принципе, все как я люблю. Отсутствовал я некоторое время. Ну и вроде как пока ничего критичного я не наблюдаю. Зомби только начинают спавниться. Значит, в городе я как минимум один. Иначе они бы тут уже шастали. По потребностям у меня хочется пить. Ну, еда плюс-минус есть, если опять-таки грибы можно хавать. Так. Да, и вот в чем я определился на 100%, так это в том, что вот эта вот механика с дверьми, она совершенно лишняя. Почему я так считаю, сейчас объясню. Она замедляет процесс игры. То есть я сначала думал, что вот это вот тихое открывание можно сделать чуть побыстрее. И было бы лучше. Так, не то. Но, подумав, я все-таки понял, что его надо совсем убирать. Ну, как это лично мое мнение. Надо, не надо, это решать не мне. Но, опять-таки, я думаю так. А замедляет она именно тем, что вот это вот сам процесс очень долго идет. И, по сути, он бесполезен. Пожалуй, посижу тут и дорасскажу. Бесполезен он тем, что зомби, в принципе, довольно-таки не глухие и не слепые. Они тут очень хорошо видят и слышат. Это чувствуется, что настроены они так специально. Это не ванильная часть. И они все равно увидят, если бегать там в полный рост и открывать эти двери. Тогда зачем вот это вот надо, я лично не понимаю. На первых порах игры скорость передвижения имеет значение, потому что, опять-таки, надо что-то быстро искать, что-то быстро там передвигаться, находить вещи, еду и тому подобное. Да, много сказал, а толку ноль. Ну, кстати, баба с рюкзаком. Но я зомбей бить боюсь. По той причине, что может быть какое-то заражение. Я пока не уверен на 100%, но, по-моему, оно так работает. То есть просто ударяя зомбака, можно получить какую-то часть там агентов. Вот, а я тем временем намокаю и мерзну. Что не круто, потому что калории сейчас пойдут прям втройне. Нахожусь я рядом с колонкой, по сути дела. Но дойти я к ней, к сожалению, никак не могу. Под дождем сильно не хочется бегать. Хотя так-то я могу в крайнем случае развести костер, погреться. Но там столько зомбарей рядом с этой колонкой, что тут 10 раз подумаешь, а надо ли оно. Так что пока я тут кручусь рядышком. И что делать не знаю. А вот и холод подъехал. Ну давай попытаемся. Экс, ну за 10 минут попыток я только перешел дорогу.
Такие себе успехи на самом деле. И колонку, конечно же, охраняют. Где-то здесь она должна быть, по-моему. Вот там вот она. Ну и мне к ней не пройти. Сейчас меня бабка заметит. И напинает. Блин. Вот о чем я и говорю. Все, надо бежать, прятаться. Спалился. И опять сидеть ждать. Да, глазастые тут товарищи. Че, может попробовать все-таки напинать? В конце концов, надо узнавать механики. Ну, сдохну ты и сдохну. Ладно, плевать-то. Зато буду знать наверняка. Подумаешь. Так. Так. Откис, кстати, очень быстро. И пока что ничего, но мне кажется, что какую-то часть агентов я все-таки получил. А еще у меня... Что? У меня теперь труп под окнами. И это спалит меня перед другими игроками. Если они, конечно, сюда придут. Что тут, кстати, было в нем? Не было. Ничего в нем не было. Бабуля, не смотри сюда. Так как онлайн довольно-таки маленький, сдается мне, что игроки будут стрелять в меня вообще не задумываясь. Потому как сервер PvP все-таки. Ну и это, сами понимаете, к чему приводит. Походу, мне сейчас придется побегать. Поагрить зомбаков. Вот еще один бредет. Прям туда ведь, а? Ну и не знаю, у меня вода уже красная. Так, слышу, сзади меня кто-то бегает. Вон еще один суетной. Надо ползти, открывать дверь. Это первоочередное дело. Почему? Потому что я сюда буду убегать. Все просто. О, горшочек. Заполнить. КП. Сделаем так. Пусть они на меня сагрятся. Это мы опорожняем, потому что я забыл посмотреть, был ли он целый или не целый. Но горшочек — это хорошо. Возможно, нам удастся наполнить его. И как-то сварить, что ли, грибы. Вон еще один Петрович ходит. Что мне с вами делать-то, ребятки? Как же быть? Неужели придется бить? Пить-то мне надо прям срочно. А они тут ходят и ходят. Как быть? Что делать? Так, горшочек волшебный. На горячий слот поставлю. Короче, надо хватать горшок. Как-то его наполнять, не знаю. Хотя бы на глоток. И валить. Так. Потихоньку, полегоньку. Кстати, по-моему, я через маску пью. Это, если чё, не камильфо. Не надо так.
Надо исправлять. Оп, желудок полный, только не блюй, ладно? Ну, молодец какой, а. Что ж ты? Очень быстро, кстати. После полного желудка начинает блевать. Прям очень. Не ожидал, если честно. Думал, у меня будет немножко времени. Ну, в любом случае, я в плюсе. Чуть-чуть хотя бы напился воды, но вот еды у меня маленько убыло. Так, вроде кто-то за забором. А я тут все с горшком кручусь. Но мне надо его наполнять, надо варить. Он там что-то, кстати, стоит. Но я туда пока не могу попасть. К сожалению. Или могу? А, показалось. Короче, надо валить в дом. По-моему, вот в том доме была печь. Там как-то варить грибочки. Ну и кушать. Вода у меня опять-таки покраснела. Сейчас уже можно пошуметь, в принципе. Ничего там зазорного я не вижу. Блин, прям какая-то беда. Сейчас, короче, разделял палки. Ну, как обычно это делается на какую там... Получается, на правую кнопку мыши, да? И просто палка в никуда отправилась. Вот что это за херня? Это вообще ни разу не круто. Так, буду пить маленькими глоточками, получается. Чтобы ничего не произошло страшного. Просто минус 2 палки. Чё за хрень? О! Скинул платье. Из него вывалилось. Точнее, в нем, оказывается, лежали палки. Блин, это вообще какое-то недоразумение. Почему так происходит? Непонятно. Ну хорошо, хоть, блин, палки вернулись. А то я уж думал, сейчас придется идти к этим тварям. Да, кастрюлька поставилась. Это замечательно. Платится я. Так, вот это было мое. Его я забираю обратно. И надо бы еще вещички просушить. А то они у меня влажноватые. Оп, сухое. Сухое. Готовенько. Отойду я куда-нибудь вот сюда. Видно мне тут башку, не видно. Вот здесь вот, пожалуй, сяду. И здесь буду кушанькать грибочками. Кстати, они меня согреют. 100 градусов, а уже 70 они. Ну вот вода 100 градусов. Температура на месте как была, так и стоит. Да, значит, температура не влияет. Это минус, опять же. Я уже об этом говорил, но был не уверен. Походу, в этом доме я останусь на ночлег. Особо не хочу я бегать тут по ночам, да и... Хотя вроде ночи довольно светлые. Прям-таки очень. Если это ночь, конечно. Вообще похоже на ночь. Если это ночь, тогда смысла в ПНВ я абсолютно не вижу. Тут и так все видно прекрасно. Блин, рюкзак, конечно, ходит. Мне бы его. Но за такой рюкзак можно и пулю словить. Тут уж как бы даже обижаться будет не на что. Короче. Всем спокойной ночи.